Приветствую всех на моем канале. Спасибо, что заглянули. Не забудьте нажать кнопочку подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. А также нажмите колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. Мне захотелось сделать своим куколкам новые волосы, вязаные. И мне так понравился результат, что я решила поделиться с вами, как я эти волосы вязала. По данному видео мастер-классу вы сможете связать волосы для любой куклы, независимо от размера ее головы. Я расскажу, как рассчитать количество петелек, а также покажу, как сделать разную длину волос. Вот эта куколка, я специально не стала пришивать паричок, чтобы показать вам, как я его делала. У него есть основа. Это просто круг, связанный крючком по размеру головы. Также у него есть отдельно челочка, да, по желанию, которую можно делать или нет. И волосы. Волосы связаны разной длины, в зависимости от местоположения этих волос. Я вам в процессе расскажу подробнее, где, какой длины я их делала. Сама основа вяжется по правилу круга с расчетом петелек, как у вас голова куклы. У меня голова куклы в максимальной вот здесь части состоит из 66 столбиков без накида. Обычно голова у кукол круглая, поэтому смотрите по схеме, какое у вас максимальное количество петелек с начала вязания головы, и свяжите круг. Для вязания волос я использовала ту же самую пряжу, что я использовала для вязания самой куколки, только другого цвета. В данном случае у меня рис хлопок гамма, только розовый цвет я буду использовать, и свяжу точно такой же паричок, как у меня голубой для моей русалочки. Это будет для другой куколки. Крючок я использую 1 миллиметр, то есть такой же, каким я вязала куклу. То есть все материалы те же самые. Чтобы получить такой же паричок, используйте то же, что вы использовали для вязания куклы. Итак, удобным для вас способом свяжите 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Далее за заднюю стеночку, вот за эту, я буду вязать по схеме круг. Все время вяжите только за заднюю стеночку. Второй круг — это у нас 6 прибавочек. Я начну показывать, и дальше вы свяжете самостоятельно. 1 и второй столбик — это у меня прибавка получилась. Вот видите, стеночка осталась с этой стороны. Вот эти все стеночки будут свободные. Таким же образом вяжите только за одну стеночку, свяжите круг до таких размеров, который вам нужен по размеру головы куклы. И также свяжите еще один ряд после того, как вы дойдете до количества петелек максимальное в голове, да, как у меня 66. Свяжите еще один ряд, просто столбики без накида, без прибавочек, и получится такая шапочка.
Итак, у вас получится вот такая деталь. Примерьте ее на голову своей куклы. Начало ряда, вот это кольцо амигуруми, не должно совпадать с кольцом амигуруми на голове, иначе получится, что у вас эта деталь больше находит на лоб. Ну, хотя это зависит от вашей куклы. Я вот так чуть-чуть сдвину, то есть у меня будет вот таким образом сидеть шапочка это. И начинаем вывязывать волосы. Вязать мы будем по вот этим оставшимся стеночкам. У вас должны они точно так же получиться за счет того, что мы вязали только за одну стеночку. И в конце вязания мы провязываем соединительный столбик. И разворачиваем вязание в другую сторону. То есть мы будем вязать волосы в противоположном направлении. Вот так по кругу, по спирали. Постепенно дойдем до макушки. Но здесь есть несколько нюансов, о которых я сейчас расскажу. Для начала я буду вязать коротенькие волосы. Это будет челочка, вот эти вот самые короткие волоски. Они должны быть довольно плотно друг к другу, потому что это передняя часть. Итак, находим наш последний ряд, который мы вязали. Здесь есть также 2 стеночки, и мы будем вязать за опять заднюю, чтобы вот эту часть оставить для пришивания голове. То есть вот за эти петельки передние мы будем пришивать потом волосы. И начинаем вязать. Здесь я делаю соединительный столбик опять за эту петельку и набираю 15 петелек воздушных. 3, 4 и одну дополнительную петельку подъема. Итого у меня получилось 16. Вы, конечно же, можете делать другое количество петелек в зависимости от того, какой длины вам нужны волосы. Но у меня вот челочка коротенькая. И дальше со второй петли от крючка я начинаю провязывать обычные столбики без накида. В следующем видео, которое выйдет на моем канале, вы можете увидеть разные виды вот этих локон в зависимости от того, какие столбики и в каком количестве мы провязываем в каждую вот эту петельку. То есть можно вязать полустолбик с накидом, можно столбик с накидом, можно 2 столбика в одну петельку. Я покажу на примере, я свяжу много разных вот этих локон, и вы увидите, чем они отличаются внешне, и, может быть, свяжете тот, который вам понравится. А пока мы будем вязать просто столбики в каждую петельку. Учитывайте, что длина цепочки волоса в конечном итоге сокращается в 3 раза. То есть сам вот этот локон, за счет того, что он завьется, он будет примерно в 3 раза короче. Так, я довязываю. Того получилось у меня столбиков, и я делаю соединительный столбик в следующую петельку, также за одну стеночку. Соединительный. Вот у нас получился первый волосик, локон. Можно пока не придавать им форму, я это делаю в конце уже, когда все связала. Ну, большинство из них сами завьются вот таким образом. Получилась вот такая кудряшка.
И таким образом я связала 10 волосков для челочки. В следующую петельку мы опять делаем соединительный столбик и снова набираем 15 воздушных петель, и таким образом, чередуя вот этот локон, соединительный столбик, снова соединительный столбик, локон и так далее, получится, ну, сколько вам надо на самом деле челочки вот этой. Примеряйте просто, откуда до куда вам нужна челочка. Может, она будет узенькая, да, может поменьше сделать этих локонов еще. Все зависит от вашей куколки. У меня получилось 10 таких локонов для челочки. Вот. Провяжите таким образом вот эту челочку за задние вот эти петельки, стеночки, самостоятельно. И после провязывания челочки получается вот такая деталь. Примерьте ее на куколку, чтобы было понятно, хорошо ли по размеру, по количеству. Ну, вот как-то так получается. Потом еще все кудряшки, конечно, нужно привести в порядок, сделать одинаковыми. Ну, примерно вот так. И продолжаем. Дальше нам нужно связать заднюю часть. Я покажу на этом паричке. То есть вот наша челочка. Вот эта задняя часть. Этот ряд будет совсем не виден, он будет самый нижний, да, на кукле. И нам не надо, чтобы здесь было много этих кудряшек нижних, иначе не останется места просто для тех, которые сверху. Поэтому здесь я делаю довольно большое расстояние между каждым локоном. И я увеличиваю количество воздушных петелек для этих волос, потому что это уже волосы основные, не челочка. Так, я довязала тут 10-й локон и присоединила соединительным столбиком. И я буду вязать между волосами по 4 соединительные столбика. И теперь я набираю уже не 15, а 30 воздушных петелек. Эти волосы задние не нужны длинные. Мы будем постепенно увеличивать количество петелек к макушке. То есть чем ближе сюда, тем больше цепочку мы будем набирать, чтобы волосы выглядели одной длины в итоге. Поэтому здесь наберите 30 петелек, одну дополнительную и точно так же провяжите столбики без накида, начиная со второй петли от крючка. Получится всего 30 таких столбиков. 1, 2 и так далее. Таким образом довяжите до конца. Я довязала, вот такой длины получается. Он опять же потом так завьется. Ну или придать ему вручную форму. Он уже длиннее, да, в 2 раза. Здесь я провязала соединительный столбик. И вяжу еще 4 соединительные столбика. Не забываем, что мы вяжем только за одну стеночку. 1, 2, 3 и 4. И начинаю ввязывать второй локон. Опять 30 петелек и так далее. Аналогичным образом, провязывая эти локоны, пройдите до конца вот до сюда.
здесь между локонами должно остаться хоть какое-нибудь количество столбиков, то есть чтобы они не впритык были. Начните рассчитывать заранее за парочку локонов, чтобы у вас здесь осталось место. То есть или свяжите вместо 4 соединительных столбиков 5 или 3, то есть или уберите один этот локон, или добавьте лишний, но чтобы здесь вот расстояние оставалось. То есть примерно распределите, чтобы было одинаково. Я довязала последний локон в этом ряду, и у меня между ним и первым локоном челки осталось 2 петельки. Я их провязываю также соединительными столбиками. Но если у вас осталось 3 или 4, то провяжите соответственно их все. 1 и 2. И вот теперь важный момент. Обратите внимание, что так как мы вяжем сейчас по спирали, мы пришли в начало вязания, где ряд у нас начинается здесь, а здесь уже начинается новый ряд, да, вязания. Но так как мы пропускаем между каждым локоном все-таки довольно большое расстояние, то и по вертикали нам тоже нужно пропускать какое-то расстояние, иначе локонов будет слишком много, просто будет очень много волос, вы будете очень долго вязать каждый ряд, и получится огромная шевелюра. Ну вот, если вам нужна огромная шевелюра, то продолжайте вязать по этому ряду, но так для меня это очень много волос. Я поступлю следующим образом. Я пропускаю вот этот ряд и через ряд, уже в третий ряд получается, зацепляю вот эту петельку и провязываю соединительный столбик. И дальше я буду вязать по вот этому ряду. Следующим образом. У меня формула получилась такая, чтобы волос не было слишком много, чтобы они были в итоге одинаковой длины лежали, да, рассказываю. В этом ряду, где у меня челочка, я буду вязать с расстоянием между локонами в 3 соединительные петельки. Здесь, где у меня задняя часть, я буду вязать с расстоянием в 4 петельки. Все-таки вот эта передняя часть, она нам на лицо, да, с передней части, и волос все-таки должно быть побольше, чтобы не было таких проплешин видно. А сзади нам наоборот не важно, они лягут друг на друга побольше, там их волос, и будет выглядеть хорошо. При этом в каждом ряду я буду добавлять по 5 воздушных петелек дополнительно для каждого локона. То есть вот этот ряд, который будет второй из локонов, да, но третий по счету, я буду вязать по 35 воздушных петелек и, соответственно, 35 столбиков без накида. Когда я приду вот сюда, я закончу этот ряд, я снова вот этот ряд пропускаю и перейду вот на этот ряд. Здесь я уже буду вязать по 40 петелек. Здесь также пропускаю 3, а на задней части пропускаю 4. Дальше я снова пропускаю ряд и буду находиться на следующем ряду. Точно таким же образом я добавляю по 5 петелек и 5 столбиков. То есть постепенно я увеличиваю на 5 столбиков и петелек. И когда я приду вот сюда на макушку, я сейчас вам покажу, как я заканчиваю вязание. Я довязала до макушки. Вот такая деталь получается. Последний ряд у меня состоял из 50 петелек и 50 столбиков без накида. И теперь остается закончить вязание. Вот у меня ряд, где продолжение предыдущего ряда. Его я перескакиваю и вяжу в следующий ряд. То есть я цепляюсь вот сюда. Увеличивать уже нет необходимости, можно вязать такое же количество. Потом сюда
через 3-4 и сюда. То есть можно связать 3 в ряду. И остается наше кольцо амигуруми из 6 столбиков. Здесь лучше провязать через петельку, то есть 50, 50 и 50. Вот так 3, тоже треугольничком. Закончить вязание, закрепите нить и выведите ее на левую сторону. И здесь спрячьте между столбиками, как обычно вы прячете нить. И останется нам придать этому паричку форму нужную. Вот такой паричок у меня получился. Здесь сверху, вот я здесь закончила вязание. Не должно быть отверстий. Должно быть все завязано. Итак, осталось нам придать вид этому паричку. Мы ищем то место, где у нас эти коротенькие. Вот они здесь начинаются, здесь заканчиваются. И прикрепляем к голове куклы вот этой частью, где челочка, на стороне лица. Примеряем. Ну, челочка примерно вот так будет. Здесь пока отделяем и при помощи булавочек крепим. Каждый вот этот локон челочки нужно придать форму спиральки, если они сами не завились. В общем, аккуратно сделайте так, чтобы челочка была красивая. Теперь дальше. Сверху я делаю пробор. Примерно вправо-влево распределяю локоны. Не обязательно он должен быть прямой. Примерно так вот. Сзади я тоже креплю булавочкой. Вот так. И теперь осталось вот эти локоны разложить так, чтобы они красиво лежали, не торчали вверх. Я это делаю путем вот так вот немного вытяжки их, вытягивания. И они ложатся по голове. Начиная с нижнего ряда я их все вытягиваю вниз. Так. И так постепенно я вытягиваю все локоны. Тем самым как бы получается такая укладка. И верхняя точно так же аналогично вытяните в бок. Причем по пробору вытягивайте в разные стороны. То есть здесь сюда. Вот так вкладывать. Можно по несколько. А здесь сюда. Вот таким образом уложите все локоны самостоятельно. После укладки у меня получилась вот такая куколка. Смотрите, как мило смотрятся эти волосы. Мне прям очень нравится. И после этого булавочки вы убираете и за первый ряд пришиваете паричок к голове. Спасибо за просмотр видео и пока!